Всем добрый день. Корректировка тарифов на услуги РСЕ вступит в силу с 1 января. Управление по безопасности дорожного движения, которым является РСЕ, повышает свои тарифы на многие свои услуги с 1 января 2025 года. Конечно же, мы это все сейчас рассмотрим. Ссылочку на эту новость я оставлю в описании, чтобы вы могли сами все почитать и понять, что это все правда и все это случится. В следующий момент попрошу каждого, кому не сложно, кто хочет оставаться со мной на связи, подписаться на канал, поставить, конечно же, колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о том, что я выпустил новый ролик. А также, ребята, советую всем, ссылочка на сервис Paycent, вот видите ролик. Этот ролик, ссылочка будет на него в описании. Переходите, там полностью я рассказал, как перевести деньги с европейской карты на карту украинского банка. Также при регистрации по моей ссылке вы получаете от 1 до 5 переводов бесплатно. То есть регистрируясь, вы ничего не теряете, а только приобретаете. Плюс у вас будет вот этот ролик, видите, это просто инструкция готовая, как переводить деньги. То есть вы включаете, все повторяете, и все у вас получится моментально, молниеносно. Это моментальные переводы, то есть это лучший сервис по переводу денег в Европе с одной карты на другую. Так что если вам эта услуга нужна, вам нужно перевести деньги друзьям, близким, либо вы по работе, либо что-то купить, да, то вы можете перевести и сделать эти манипуляции моментально. В течение минуты перевод осуществляется. Так что регистрируйтесь и экономьте вместе со мной. А мы продолжаем обсуждать о том, какая же корректировка тарифов на услуги РСЕ вступит в силу с 1 января 2025 года. В рамках бизнес-планирования на следующий год, включая запланированные расходы в размере 18 миллионов евро на мероприятия, представляющие общественный интерес и государственные приоритеты. С 1 января 2025 года будут скорректированы тарифы на ряд услуг РСЕ. Это будет первое изменение стоимости услуги с 2012 года, а в некоторых случаях, на некоторые услуги даже с 2011. Что же будет повышено с 1 января 2025 года? Будут повышены такие тарифы. Водительские права теперь будут стоить не 55 евро, чтобы их заказать и получить, а 65 на 10 евро плюс. Разрешение на обучение, то есть learner, да, права будут стоить не 35, а 45. Как вы знаете, learner права у меня уже есть. Я жду, стою в очереди на экзамен по вождению. Следующим роликом, кстати, я расскажу про то, как смотреть на сайте именно ориентировочная оценка того, когда ваш тест, ваш экзамен по вождению у вас случится. Есть такая возможность. Я следующим роликом это запишу. Также не забывайте, что у меня целый плейлист, где я рассказывал о том, как я начинал свой путь в Ирландии, по тому, как получить водительские права в Ирландии, то есть как я учил теорию, как сдавал тест по теории, то есть все вот эти вот нюансы я рассказывал, так что вы можете перейти в плейлист, который называется вождение, да, права в Ирландии, тут будет ссылочка, внизу будет ссылочка, просто переходите и обучайтесь вместе со мной. Вот мои права Learner. Я надеюсь, что в ближайшем уже вот будущем немножко осталось потерпеть. У меня будет экзамен. В ближайшем будущем будет уже свой автомобиль. И, возможно, даже я буду экзамен по вождению сдавать уже на своем автомобиле, что тоже хорошая новость. И когда сдам, конечно же, я все запишу, вам сообщу. Вы будете первые знать о том, что я получил наконец-то New Driver, да, то есть по факту почти полные права. Ну, чтобы они были полными, нужно отъездить с N-кой на лобовом стекле 2 года. И после уже 2 лет вождения, тогда вы уже считаетесь полноценным, как говорится, водителем в Ирландии. Следующий момент это NCT, ребята. NCT, да, будет повышена с 55 до 60 евро, 5 евро. Повторная тоже с 28 до 40 евро. То есть технический осмотр коммерческого транспорта, увеличится стоимость на вычет НДС на 15%. Соответственно, нормальные акты ссылаются на эти изменения. То есть вот такие вот, в принципе, минимальные изменения, которые не слишком ударят по какому-то кошельку, по кому-то лично, но все это нужно знать, потому что человек может рассчитывать на одно, приехать другое, и комфортно знать полную информацию, да, в полном объеме всегда
что происходит вокруг вас. Смотрите, что такое, да, национальный автомобильный тест NCT? То есть это по факту обычно, да, технический осмотр вашего автомобиля. Его нужно проходить, если ваш автомобиль старый, каждый год, если он поновее, там, раз в 2 года и так далее. То есть все зависит от того, в каком году был выпущен ваш автомобиль. Здесь все так, как вы знаете, первые, да, цифры в Ирландии вашего автомобильного номера это год выпуска вашего автомобиля. То есть все просто, лаконично. И тут они, конечно, у них есть такое соревнование, да, у кого из соседей покруче номер. То есть вот, например, сейчас будет Крисмас, Новый год, и поверьте, буквально пройдет, не знаю, там в первую неделю уже мы увидим машины с номерами 20, где будет в начале 25, то есть 25 год. И вот это, конечно, у них считается уже просто это великое величие, это утереть нос всем своим знакомым, там, тем, ну, людям, да, с кем ты общаешься, и в окружении, то есть соседям, то есть если там у человека 24, да, ты оп, на 25-м выезжаешь сразу, а все ж просчитывается легко, вы же понимаете. 2 клика в интернете, и человек понимает, за сколько человек купил тот или иной автомобиль. То есть скрыться, да, как-то попытаться слукавить не получается. Вот почему, если у человека живет бедно, и у него получается такая, там какая-то крутая машина появляется, то здесь сразу это все фиксируется, сразу наблюдательные, бдительные граждане, всегда это соседи, они в курсе всех событий и могут вас, конечно, даже и подсдать, если понимают, что вы эти деньги где-то получили незаконным каким-то путем. Так что тут все так серьезно в Ирландии по этим всем нюансам. Так что тарифы будут повышаться с 1 января. Так что кто хочет сейчас, делайте те или иные вещи, в смысле меняйте права, либо получайте лернера, чтобы потом не переплачивать. Хотя здесь, да, переплата небольшая, но имейте в виду, что лучше, знаете, сэкономить те же 10 евро, если есть сейчас такой шанс, чтобы не откладывать то, что можно сделать сегодня на завтра. Вот такая у нас новостная сегодня повестка. Всем добра, позитива, всех с наступающими праздниками. Всегда на связи.